Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, для любителей северной традиции я хочу подарить необычный и нужный ритуал, который поможет вам выйти из трудной ситуации. Сейчас вам объясню смысл ритуала, а пока вам показываю, в принципе, какие можно атрибуты ставить на алтарь. И если у вас есть эти атрибуты. Если нет, в принципе, вы можете взять самое необходимое. Итак, перед вами бюст бога Одина, северной шаманки Арканы, волк, который олицетворяет стражника Одина, пиво, как жертва северным богам, бокал тоже как бы в традиции северных народов, викингов и их суровых богов. Наливаем пиво, хотя здесь уже налито, но еще добавим. Вот. Кроме того, вам нужны будут восковые свечи, вам нужны будут черные свечи, вам нужна будет кора дерева любого. Возьмите маркер, он надолго выдерживает, или природный материал. У меня и маркер, в принципе, прекрасно как бы служит этой цели, поэтому я особо не напрягаюсь, скажем так. Давайте его чуть-чуть отодвину, он глаза мозолит. Зажигаем свечу. Вы все любители северной традиции знаете, во-первых, что руны – это очень опасные и очень сильные знаки, поэтому пока вы не уверены в этих силах и в себе, в том числе, что они вам помогут и не накажут, пожалуйста, не трогайте эти традиции, если они вам не близки, не знакомы, уж тем более, если руны вас наказывали или вы чувствовали от них какую-то опасность. Чтобы стать хорошим рунологом, полжизни не хватит. Поэтому многие люди, которые объявляют себя вудуистами, рунологами и так далее, даже представления не имеют об этом. Просто это очень модно сейчас. Руны, вот я черчу руны и так далее. Кстати, хочу вам сказать, что руны имеют такую особенность. Они работают изначально даже в неумелых руках, а потом этот человек расплачивается очень страшно за то, что посмел трогать северные знаки. Северные боги очень суровые и ошибок не терпят. И не надейтесь, что они простят, поймут и отпустят. Как бородача. Этого не будет. Наказание будет очень строгим, очень страшным. Поэтому, уважаемые люди, мои ритуалы для практиков – это ритуалы для тех практиков, которые, первая категория, которые родовые, которые унаследовали силу знаний от предков, но приумножили их, да, лучше узнали, больше узнали. Это не страшно, если ваши предки рунами не занимались и знали, например, черные заговоры или знахарство. Но в любом случае, если вам это дано, это значит, что вы одно целое с этой силой, и вы имеете право практиковать, собственно говоря, разные традиции, которые вам ближе. Вторая категория – это люди, которым дано, у них есть задатки, и они как бы определенное время практикуют и знают. Руны, и тем более мои ритуалы с рунами трогать можно людям только у кого, хотя бы
хотя бы 5-6 лет практики. Вот тогда еще более-менее нам можно касаться моих работ. Те люди, у которых чрезмерное самомнение высокое, они получат по шапке. Не от меня, конечно, я не собираюсь отслеживать. Я всегда предупреждаю, я очень честно предупреждаю и говорю. Ну, это все равно, что предупредить, да, что током ударит, а человек все равно сует туда пальцы и удивляется, что его долбануло. Это решать вам, дорогие друзья. Итак, Вальхалла. Вальхалла знакома любому любителю северной традиции, да и вообще человеку более-менее образованному или знающему, да, традиции северных богов и северных народов. Вальхалла – это в германо-скандинавской не мифологии, а учении о богах небесный чертог в Асгарде для павших в бою. Одним словом, рай для доблестных воинов. Оказывается, что рай, обещанный всеми религиями за доблестные сражения, за достойное сражение и битву во имя Родины и во имя Земли. Оказывается, это не только связано с религиями, что это понятие было еще с тех времен, что доблестные воины, те, которые пали за Родину свою, за Отечество, достойны лучшего места на небесах. Они искупили все свои грехи, всю свою вину, и теперь их принимают в Вальхаллу как почетных жителей рая для доблестных воинов. Вальхаллой правит Один. И во время каждого боя, среди каждого народа он отправляет валькирии. Это его дочери, по другой версии, это и его свита всего лишь. Ну, как бы там ни было. Кстати, гарпии тоже оттуда, крылатые гарпии, которые пролетают за душами. Потом гарпии в других культурах тоже появились, но гарпии изначально из северной традиции. Крылатые полуженщины, полуптицы, хищные. И вот появляются валькирии, которые доставляют их в чертог, небесный чертог. Одна половина павших воинов попадает в Вальхаллу, вторая половина отправляется, Фолькванг, что в переводе означает людское поле. Это к богине Фрейи, та, которая тоже не прочь забрать себе воинов в свое царство, в свою свиту, и супруга Одина, богиня любви, магии и прочее, прочее. Легенда гласит, вообще описание Вальхаллы в древних источниках говорит о том, что это гигантский зал с крышей из позолоченных щитов, которые подпираются копьями. Ну, поскольку щит, копья, да, это орудие воина, естественно, он из этого и состоит. И имеет 540 дверей, огромные залы. И через каждую дверь входят по 800 воинов и зовут Бога во время последней битвы. И вот каждое утро они облачаются в доспехи и сражаются насмерть, и после воскрешают, садятся за общий стол пировать и едят мясо вепря, которого тоже забивают каждый день, и он каждый день воскрешает, пьют мед, который доится из некой козы Хейдрун, и так далее, и так далее. Это все, скажем так, как бы вам сказать, все это уже излишество, слишком много, да, информации, оно вам не нужно, кому интересно, тот прочитает, изучит. И вот со временем это все начинает переделываться в религии, и уже религии начали представлять этот рай для воинов уже по-другому, для тех, кто сражается во имя веры, во имя нации, во имя Святой Церкви или наоборот, во имя Аллаха и так далее. То есть вот это вот обиталище воинов, Вальхалла, в
каждой культуре, в каждой религии нашло свое место, настолько эта версия понравилась. То есть вот соблазнять воина небесными чертогами. Правда, в Вальхалле нету девушек, как в иных описаниях рая, где там гурии ублажают священных воинов, павших во имя веры, и где воины Христа будут там в белых, значит, одеяниях брончать на арфах, сутками петь славу Богу и прочее, прочее. В отличие от этих всех, как бы раев двух, да, представлений разных раев, Вальхалла не так уж скучна, поскольку там каждый день сражений, каждый день садятся за стол, снова пируют вместе, на следующий день друг друга убивают, снова воскрешают. Ну, в общем, весело им там. Но если вот без шуток, да, Вальхалла обиталище великих, сильных духов. И это реально существующее место, куда уходят воины, куда уходят души тех людей, которые в мире не нашли покой. И это души агрессивные, сильные, целеустремленные, без страха, без, как бы скажем, обратного хода, без трусости и прочее. И этим душам нужна определенная отдельная сфера для того, чтобы выплеснуть свою энергетику. Им очень тяжело находиться среди других душ. Они отличаются, они воины. И вот для воинов предусмотрено определенное место, куда они уходят после смерти. Их забирают их души валькирии. Многие, которые выжили в таких мясорубках, рассказывали, что когда открывали глаза в раненом состоянии, видели, что над ними склонилась очень красивая женщина и рассматривала. И вдруг внезапно обернулась и ушла. То есть она забрала других, а он остался жив, потому что ему не суждено было уйти. Валькирия это была, или сама смерть была, или это был бред просто уже, скажем так, умирающего мозга, мы никогда не узнаем, мы можем только предполагать. Все эти книги, все эти великие труды, все эти рассказы о потустороннем мире, об обиталище разных там, значит, сфер, да, астрального мира и прочее, прочее, это предположения, основанные на рассказы, на опыт поколений. Никто из нас 1000000% не может утверждать ни одно, ни второе. Потому что если мы видим какой-то фантом, мы не можем сказать, кто это. Демоны это, душа это, сущность это, или просто плод нашей фантазии. Мы 1000000% гарантий давать не можем. Поэтому мне очень смешно, когда некоторые люди так утверждают, словно они вот только что оттуда вернулись там 5 минут назад и просто наизусть описывают эти места. Еще раз говорю, нам приходит информация от предков, от рассказов древних людей, от оставленных источников, от того, что мы чувствуем, видим, что мы можем предполагать и так далее. Но 100% никто не может сказать, что там на самом деле есть. То, что там что-то есть, это уже понятно и доказано тысячелетиями, да? Но что именно? Вот такие маленькие кусочки информации, которые нам кидают оттуда. И мы это узнаем, и мы узнаем через ведающих людей, через людей силы. Постепенно, по крупицам собираем это как мозаику. И вроде бы что-то и понимаем в этом деле. Но, по сути, как сказал один из великих, да, и мудрых, я знаю, что я ничего не знаю. Увы, это капля в океане. Итак, дорогие друзья, Вальхалла. Если вы хотите в трудную минуту получить воина, помощника из Вальхаллы, то совершите этот ритуал. А как совершать, я поочередно буду рассказывать. Для начала славим воинов Вальхаллы. И вот эту славную оду я как бы в стихотворной форме посвятила воинам Вальхаллы. А после идет просьба дать в услужение, в помощь воина из Вальхаллы. А после закрепляется это рунами, как печать, как знак соглашения между тобой и богами. И потом этот кусок
коры дерева, либо камня. Ну, желательно маленький камень, не огромный. Постарайтесь часто ложить под подушку, носить в сумке, чтобы это было близко к вам. Потому что это ваша печать, которая будет обеспечивать присутствие этого духа рядом с вами и помощь этой силы. Вы почувствуете, что вы агрессивно начинаете мчаться вперед, что у вас пропадает чувство страха, что вам совершенно все равно, как, что, чего. Добавится смелости. Люди будут уступать вам, и ваш вот этот внутренний дух укрепится. Итак, начнем. Стоял туман над полем ратным, и всадники мчались вперед. Хоть поле было благодатным, туман окутал небосвод. И шли мужчины на мужчин, и ярости той безудержной, и каждый был как исполин, чья матерь станет безутешной. Гремят мечи, сверкает небо, и каждый Бога своего, призвав, поверит вдруг в победу, умчится в бой, а смерть же следом обрежет нить судьбы его. Броня крепка, и меч в крови, и ранен верный черный конь. Но не спасет судьба, увы, навек останется здесь он. И прилетят на поле брани валькирии крылатые и заберут душу из стана, оставив поле ратное. Валькирии в объятиях цепких умчали воинов в Вальхаллу. Меч падает из рук их крепких, в мире живых их уж не стало. Вальхаллы обитатели, воины славные народов, я славлю вас и ваши души, покой священный не нарушу, но попрошу владыке славному, тому, кто царит в славной Вальхалле, послать мне воина защиту, пусть он пополнит мою свиту. Услышь меня, владыка, правитель Вальхаллы славный, и отправь мне воина в подмогу, пусть он придет ко мне до срока. О, Один, одари меня охранником и стражником, духом воина с Вальхаллой, именем великого Одина, и силою его я оживляю эти руны. Чертите руны. Урус. Тейвас. Кано. Урус. Сила. Тейвас. Воин. Кано. Победа. И через эти руны я получаю стражника, воина из Вальхаллы. Урус, Тейвас, Кано, я вас оживляю. Сила воина с Вальхаллы приведет меня к победе. Да славится великий Один. Я получу, что попросила. Да будет так. Урус, Тейвас, Кано. Сила воина приведет меня к победе. Да будет так. Оживляю эти руны. И через силу рун, и через благословение северных богов я прошу силу воина привести меня к победе. И сохраняю эту печать, как договор между мной и тобой. Истинно заклято. Будет такое ощущение, что это
этот кусок древесины обжигает вам руку. Но это нормально. Оставляем пиво. Гасим свечи. Утром это пиво выливаем. Берем новую бутыль. Идем под дерево. Оставляем там пиво. Наливаем на землю половину, половину ставим. И черный хлеб, кусок черного хлеба. И говорим: откупаюсь за силу рун. Отворачиваемся и уходим. У вас будет стражник, сильнее которого просто помечтать. Он сам будет знать, когда вам помочь, когда у вас трудности, вам ничего ему говорить не нужно и просить не нужно. Все это он сам будет видеть и делать. И тогда вы заметите, что ваши враги совершенно потеряют свою силу, а вы усилитесь во много раз. Мой совет еще раз. Если вы не уверены в рунах, не трогайте их. Я время от времени касаюсь рун и обращаюсь к их помощи только потому, что я уже, я не знаю, который раз за эти годы провожу ритуалы с рунами и создаю. И я знаю, что они ко мне благосклонны. Если вы в этом не уверены, не трогайте их. Всего доброго.